Привет, Cover Project! Меня зовут Снежана Цуцаева, я сооснователь студии C-Design, и сегодня мы хотим вам представить наш новый проект в самом центре Москвы. Меня зовут Евгения Дубровская. Я дизайнер интерьера, сооснователь студии SE Design. Этот интерьер создавался с большим вниманием к фактурам. Заказчица тестировала все материалы на ощупь. Так появилась шероховатая керамика, нежный шелк, теплый кашемир и прохладный камень. Такое вот многоголосье. Эта квартира имеет сложную архитектуру. К нам проект попал уже с готовым планировочным решением, над которым работал Александр Семенец. Мы лишь в дальнейшем доработали отдельные зоны в зависимости от пожеланий заказчицы, но в целом концептуально мы сохранили полностью предложенную планировку архитектором. Парадная часть квартиры – это просторная гостиная-лаунж. Кухня деликатно спрятана за металлизированными фасадами. Она небольшого размера и при закрытых фасадах напоминает шкаф. Данный размер устроил заказчицу, потому что она практически не использует кухню по назначению. Такое решение дало возможность не вносить ноты быта в парадность гостиной. Важно сказать, что, пожалуй, 90% всех предметов этого интерьера согласовывались молниеносно. Один-единственный предмет, который ждал своего часа, это был обеденный стол. Его мы согласовали практически, когда мы подходили уже к финишной отделке всей квартиры. Обеденный стол сначала хотелось уровня кофейного столика, потом хотелось уровня полубарного столика, также хотелось и уровня барного столика. Так как стол у нас внушительных размеров, он более чем 3 метра, все-таки в итоге мы сошлись на традиционной высоте. Это авторский предмет. Мы работали долго над его пластикой. Материал был выбран микроцемент. Нам не хотелось вносить, наверное, никакого гламурного материала и не привлекающий на себя большого внимания. Таким образом, нам удалось подчеркнуть пластику стола и сделать его украшением гостиной. Стулья – это винтаж, родом из 70-х, авторства Эрнеста Радаэлли. Со спинки они смотрятся довольно скульптурными, и обили мы их в шерсть нежно-лавандового цвета. Главным предметом гостиной стал, конечно же, диван. Это, пожалуй, самая знаменитая модель фабрики Деседе. Она состоит из множества модулей, которые пристегиваются, раздвигаются, тем самым это дает возможность сформировать диван различных конфигураций для абсолютно любой формы помещения. Нельзя не отметить, что эта модель дизайна 70-х годов, и она попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный диван в мире. Дополняют мягкую группу гостиной 2 кресла от Cassina, оммаж знаменитым креслам Пьера Женере. Мы обили их в голубое букле, близкое по тональности к ковру. Центром диванной группы является наш авторский предмет. Это журнальный столик. Его мы пытались найти сначала в большом количестве галерей и фабрик. Поняли, что нам ничего не подходит. Не подходит почему? Мы хотели растворить этот стол в массе ковра. Соответственно, нам нужен был оттенок и материалы, которые бы деликатно выделялись на фоне ковра, но не контрастировали с ним. Столешница данного столика выполнена из стекла. На самом деле, несмотря на то, что он смотрится очень легким, он невероятно тяжелый, он более 70 килограмм. И ножки выполнены из массива, покрыты лаком в тональности близкой к ковру. Ковер в гостиной также авторский. Мы довольно долго работали над его фактурой и цветом, и особенно над формой. Поскольку гостиная имеет сложную конфигурацию, здесь невозможно было разместить стандартного размера ковры. И ковер объединяет всю мебельную группу, смыкая ее. Паркет также делался по заданным нами размерам. Эти размеры мы долго выверяли на плане, какая же форма лучше ляжет в эти сложные помещения. Традиционные раскладки смотрелись неуместно. Таким образом, мы вывели пропорцию прямоугольника
и заказали. Уложили мы его тоже определенным способом, как бы структурируя неровные помещения. В этой квартире очень много живых цветов. Раз в неделю сюда приходит флорист для смены композиций. Это было одним из важных пожеланий заказчицы – предусмотреть большое количество поверхностей для вас с букетами. Так, например, в фойе появился керамический стол. Композицию дополняют 2 пуфа с бахромой из конского волоса и светильник Александра Лаже, покрытый гипсом. Стены фойе одеты в шпанированные дубовые панели теплого оттенка. За ними спрятаны вместительные шкафы. Вся композиция отражается в прекрасном зеркале Пьера Йовановича. Важная часть интерьера – это декоративное освещение, особенно средний свет. Мы его крайне любим и активно используем во всех помещениях. Торшер от Мауро Фабро – это была абсолютная любовь с первого взгляда, и выбрали мы его для гостиной. Это полноценный арт-объект, который сейчас украшает это помещение. Над обеденным столом мы выбрали люстру от Аппаратус. Она лаконичная, при этом она больших размеров. Так как стол у нас большой, нам хотелось разместить большой предмет, но который бы не перетягивал на себя большого внимания, так как мы понимали, за обеденным столом у нас огромное полотно стены, которое нам точно захочется украсить в дальнейшем искусством, как и получилось. Приватная зона квартиры состоит из спальни, ванной комнаты и гардеробной. Для стен был выбран темный оттенок натуральных обоев из сизаля. Это было также одним из пожеланий заказчицы – спальня в более темных тонах. Продолжением стен являются темного оттенка шторы из шерсти и кашемира. Кровати и прикроватные тумбы созданы также по нашим эскизам. Над кроватью мы довольно долго работали. Она получилась лаконичной, немного футуристичной. Важной частью спальни стало винтажное кресло под названием «Скульптура 190» авторства Витторио Интроини. Кстати, забавный факт, что большинство предметов в этой квартире имеют игривую женственную форму, но при этом созданы авторами-мужчинами. Комод в спальне также выполнен по нашим эскизам. Он лаконичной формы, его фасады выполнены из пергамента, и он, на наш взгляд, прекрасно сочетается с работой, привезенной нашей заказчицей из Парижа. Предметом особой роскоши в этом проекте стали двери, ведущие в приватную часть. Камень Сальваторе был одним из первых пожеланий нашей заказчицы для ванной комнаты. На полу и на стенах один и тот же камень, одного и того же оттенка, но обработанный по-разному. Таким образом создается обволакивающий эффект для этого пространства. Наша заказчица любит теплые по фактуре материалы, поэтому для ванны был выбран, казалось бы, малопрактичный для влажного помещения шпон дуба. Подвесной светильник из алебастра дает мягкий рассеянный свет, так же, как и наши любимые бра от Пьера Шаро. При работе над объектами у нас довольно часто остаются небольшие фрагменты камня. Так, в данном проекте остался небольшой кусочек Патагонии, который мы использовали для создания столика в ванной комнате. На стадии ремонта, когда стены стали покрывать финишными отделками, настолько нам это все нравилось и по цвету, и по фактуре, и по ощущению в комнатах, что само собой родилась фраза «спа для глаз». С этого дня мы перестали ходить на авторский надзор, а исключительно посещали спа для глаз. Надеюсь, видео передаст вам это настроение.